Мне задали вопрос, какая разница между камнями в желчном пузыре и камнями в почках? Это одни и те же камни, только в разных органах? Вообще-то нет. Камни в желчном пузыре — это холестериновые камни. Они появляются не от того, что человек ест много холестерина, а от того, что вырабатывается мало желчи, которая помогает растворять жиры. Это жидкость вроде моющего средства, которая помогает расщеплять жиры и усваивать жирорастворимые витамины. При недостатке желчи могут появиться отложения холестерина, которые превратятся в камни. Вопрос в том, какова профилактика холестериновых камней. Во-первых, нужно соблюдать низкоуглеводную диету. Почему? Много углеводов и сахара в рационе повышают уровень инсулина, что приведет к образованию холестериновых камней. Во-вторых, насыщенные жиры. Вы знали, что насыщенные жиры стимулируют выработку желчи, и при недостаточном количестве насыщенных жиров повышается риск образования камней в желчном пузыре. Посмотрите, ссылка в описании. Идеальное количество белка от 85 до 170 грамм, не более этого. Избыток белка может вызвать всплеск инсулина. И, наконец, большое количество овощей полезно для печени и нужно для прохождения холестерина через желчный пузырь. Поговорим о камнях в почках. Они состоят не из холестерина, они состоят из кристаллов оксалата кальция или мочевой кислоты. Что бы я порекомендовал для предотвращения этих камней, особенно если есть предрасположенность, если они у вас уже были, так это регулярно употреблять лимонный сок, потому что цитрат в лимонном соке борется с оксалатными камнями. Если вы практикуете кето, интервальное голодание, и вы склонны к образованию камней, скорее всего, это будут камни из кристаллов мочевой кислоты или подагра. В этом случае поможет, опять же, лимонный сок и цитрат калия. Потому что дело здесь в pH. Когда pH становится слишком кислотным, могут появиться эти камни. Нужно подшелачивать организм этим, не говоря уже об овощах. Если вы следуете программе, которую я рекомендую, проблемы быть не должно, так как вы едите много овощей. Видите, овощи — это очень важный компонент. Им часто не уделяется должного внимания, но они помогают избежать многих проблем, если добавлять их в любую диету. Спасибо за просмотр. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте делиться этим видео.